Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео покажу вам мастер-класс по вязанию такого прекрасного бычка Аркашу, елочная игрушка. Итак, давайте приступим. Нам понадобится пряжа. Я буду вязать из пряжи джинс бренда Yarn Art. Это 55% хлопка и 45% полиакрила. Крючок номер 2. Также небольшая хлопковая нить для глазок потоньше. Это у меня кировской фабрики Ромашка. И, конечно, основа. Основа может быть у вас любой. Я взяла пластиковую елочную игрушку. Сейчас я ее как бы выну вот эту, да? Пипочку, она нам не нужна. Сейчас нам нужно обвязать шар. Основным цветом у меня будет серый. Эти цвета пока убираю. Беру основной цвет и набираю скользящую петлю. Набираю скользящую петлю. Кто не умеет делать скользящую петлю, посмотрите, пожалуйста, отдельное видео, есть он на моем канале. В это кольцо нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Вводим крючок в кольцо и провязываем так 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков, петелечку немножко вытащим и затягиваем нашу скользящую петлю. Затянули. Выдеваем крючок в петлю. Так. И соединительный столбик в первую петелечку вот сюда. То есть первая петля, которая скользящая у нас была, вот в нее соединительный столбик. И хвостик еще чуть-чуть потянули для плотности. Смотрите, какое плотное кольцо. Сейчас нам нужно обвязать шар. Я думаю, многие это умеют сделать. Но если вы не умеете, пожалуйста, посмотрите. В этом видео я это покажу. Теперь второй ряд. В каждую петлю мы вяжем 2 столбика без накида. Во втором ряду у вас получится 12 столбиков без накида. В каждую петлю вяжем по 2 столбика без накида. Так, получилось 6, 7, 8, 9, 10 и последняя петля 11, 12. Здесь можно вязать или по спирали, или делать соединительный столбик в петелечке подъема, как это я делала, да? Вот воздушную петлю подъема, которую я делала в начале ряда. Это как вам удобно. Третий ряд, 1 воздушная петля. Теперь прибавку делаем через одну петлю. То есть в первую петлю вяжем столбик без накида, а во вторую делаем прибавку. И в третьем ряду у вас получится 18 столбиков без накида. 1 без прибавлений, следующая петелька с прибавлениями. Без прибавления, с прибавлениями. То есть мы должны сейчас связать полотно радиусом, да, нашу елочную игрушку. Ну и смотря у вас какая основа. Если вдруг вы не хотите елочную игрушку, можно просто связать такой круг и набить его, например, ватой или каким-нибудь синтепоном. Здесь уже по желанию. Так, я вяжу третий ряд. Так, прибавка. Угу. И еще 1 петля, прибавка и соединительный столбик. Вот так. Связался третий ряд. В 4-м ряду у вас должно получиться 24 столбика без накида. Прибавку делаем через 2 петли. 2 столбика без накида просто вяжем, а в третью делаем прибавку. Два столбика вяжем просто, а в третью делаем прибавку. Это 4-й ряд. В 5-м ряду мы делаем прибавку через 3 петли. Провязать 4-й и 5-й ряд. Я провязала 5 рядов. Смотрите, такой кружочек у меня уже получается. Я примеряю на наш шарик, на мой шарик, и вижу, что как бы вы должны видеть, что сейчас крючок уберу,
Когда вы прикладываете на дно шарик, как бы диаметр вашего круга должен быть с диаметра вашего шарика. Я вижу, что вот мне несколько рядов еще не хватает, то есть я свяжу еще, я связала, получается, 1, 2, 3, 4, 5 рядов, свяжу 7. Значит, в 6-м ряду вы будете прибавлять через 4 петли, а в 7-м через 5 петель. Да? Если у вас диаметр шарика больше, соответственно, и рядов прибавления вы делаете еще больше. Я свяжу еще 2 ряда. Как я уже сказала, в 6-м я буду прибавлять в 5-ю, а в 7-м в 6-ю петлю. Так, 1 воздушная петля, провязываю 4 столбика, а в 5-ю делаю прибавление. 6-й ряд, в 7-м ряду 5 столбиков, а в 6-й делаю прибавление. Так, 1, 2, 3, 4, в 5-ю делаю прибавление. Провязываем еще 2 ряда. Я связала 7 рядов, у меня 42 петли получилось. Смотрите, я прикладываю к шарику свое вязание, и из-под него шарика практически не видно. То есть диаметр моей елочной игрушки соответствует этому кругу. Вот так. Теперь мне нужно 5 рядов провязать без прибавлений. Без прибавлений по спирали я буду провязывать 5 рядов. И потом начнем наш как бы шарик убавлять. Здесь я буду вязать по спирали, поэтому воздушную петлю я делать не буду. В каждую петлю я просто вяжу столбики без накида, 5 рядов провязываю. И я провязала 5 рядов по спирали без прибавлений. Сейчас я хочу шарик наш примерить. Видите, такая как бы форма у нас уже круглая получилась. Примеряю шарик. Вот смотрите, замечательно он входит. И я вижу, так, ровненько его делаю. Смотрите, убавления у нас должны быть вот в этом месте, где идет закругление, пошло закругление шара. То есть мне еще примерно 3 ряда, а может быть даже давайте 4. Я провяжу еще 4 ряда. Также без прибавления, это будет примерно до этого места. И с этого места мы начнем делать убавки. Убавки будут идти аналогичным способом, так как мы делали прибавление. То есть сначала мы будем убавлять через 5 петель, потом через 4, через 3. Ну, первый ряд я вам покажу, а дальше будете делать самостоятельно. Провяжу еще 4 ряда без прибавлений, потому что вижу, что как бы маловато еще мне. Я связала 9 рядов без прибавлений. Давайте ставим шар и посмотрим. Смотрите, как плотненько он сел. И пришло время делать убавки. Убавки уже нужно будет делать, если вы вяжете, обвязываете шарик, то уже с ним внутри, потому что сейчас пойдут убавления, и потом мы его вставить уже не сможем. Итак, убавление. Сейчас у вас если вы так же, как я вязали, у меня 42 петли, я делаю убавки, 5-ю и 6-ю петлю я буду убавлять. То есть сейчас 5 столбиков, 4 столбика без накида я провязываю, вернее 5 столбиков без накида я провязываю просто. Вот 3, 4, 5. А 6-ю и 7-ю я буду убавлять. В 6-ю петельку ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Дальше в 7-ю также захватываю и вытягиваю. У меня образовалось 3 петли на крючке. Провязываем через 3. Таким образом мы убавили 1 петлю. Опять 5 провязываем, 6-ю и 7-ю убавляем. В следующем ряду будем убавлять 5-ю, 6-ю, потом 4-ю, 5-ю и так далее, пока у вас не останется 6 петелечек, и они как бы не замкнутся в маленькое колечко, да, затянем вокруг вот этой пипки. И так делаем убавление по кругу. У меня остался последний ряд, у меня 12 петелечек. Сейчас 12 петелечек, и сейчас убавление я сделаю до 6 петель. То есть я в каждую петлю, в каждые 2 петли вот так вот. Сложно вязать. Так, за полупетлю взяла, надо полностью за петелечку, чтобы по 3 петли на крючке протягиваю через 2. Опять образовываем 3 петли на крючке. То есть из 12 мы должны сократить до 6 петель. Так, и видите, у нас вязание тогда плотно-плотно вокруг этой пипочки. Так, будет 3 и
Еще раз. Так, за что-то зацепилось. 1, 2, 3. И смотрим. Все, смотрите, как плотно все легло. Этого достаточно. Обрезаем нить. Все, обрезала нить. Вот так красиво у меня получилось обвязать шар. Можно ниточку сейчас заправлю, одену пипку, и вот такой вот будет законченный вид. Ниточку заправим вокруг. Можно вдеть иголкой, можно крючком, как вам удобней. Крючок для заправки лучше взять размер немного поменьше, чем тот, который мы вязали. Но пока оставим. Давайте вывязывать мордочку и рожки. Вяжем с вами ушки. Также делаем скользящую петлю. Ушки будут состоять просто из 3 рядов, как мы вязали начало нашего шара. То есть в кольцо мы вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков, затягиваем кольцо, скользящую петлю нашу. В каждую петлю в первом ряду, ну уже как бы во втором, да, получается, вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида, а в третьем ряду прибавление делаем через 1 петлю. Здесь получается во втором ряду у нас получится 12 столбиков без накида, а в третьем ряду 18. То есть прибавление будет идти через 1 петлю. Так. Я провязала 3 ряда столбиками без накидов. Это и есть наше готовое ушко. Потом мы его свернем пополам, когда заправим ниточку, и вот так оно будет выглядеть, наше ушко у бычка. И пришьем его. Ниткой можно пришивать этой, или если тонкий фтон у вас есть, можете пришивать тонкими нитками. Ниточку обрезаем. Таких ушка нужно связать 2. Далее вяжем рожки. Делаем скользящую петлю. В эту петлю нужно провязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали 3 столбика и петельку затягиваем. Так, это выправляем большой. А эту затягиваем крепко-крепко. Это макушка нашего рога. Теперь из 3 петель нужно вывязать 6. Второй ряд. Из 3 вывязываем 6. Внимательно смотрим, где первая петелька. Вот она. Вводим в нее крючок. Захватываем рабочую нить. Так, и вытягиваем. Аккуратно вытянули. Провязываем 1 петлю. В эту же петлю еще 1 столбик без накида. Так, 2. Во вторую петлю еще 2 столбика. 3, 4. И в последнюю петлю 5, 6. Вот мы провязали второй ряд. Это макушка нашего как бы рога, основания, вот острие. Так, и еще 2 ряда провязываем по кругу по 6 столбиков без накида в каждую петлю, то есть без прибавлений. В каждую петлю 6 столбиков без накида, 2 ряда. 1, 2, 3, 4. Закругление небольшое делаем. Так, 4, 5. И последние 6. Это 3-й ряд и еще 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот мы с вами провязали 3 ряда, получается. Вот они видны: 1, 2, 3, по 6 петелечек, по 6 столбиков без накида. В 4-м ряду нужно провязать, чтобы столбиков было 8, значит мы сделаем 2 прибавки через 2 петли. 2 столбика без накида провязываем просто так. 1, 2, а в 3-ю делаем прибавки. В 3-ю петлю и в 6-ю сделаем прибавку. И тогда у нас получится 8 столбиков. 3, 4,
5, 6. В следующую петлю опять прибавка. 7, 8. И одна петелечка еще у нас осталась. Вот так. Вот такой рожек. У основания мы, получается, сделали его немного шире. Вот так он выглядит, видите? Так, примерим его. Также, если хотите, можете оставить ниточку подлиннее и ей же пришить. Если нет, то если у вас тоньше нить, то можно обрезать не длинную ниточку. Я оставлю подлиннее. Не помню, есть у меня такой в тон ниточка или нет. Так, тоже таких рожек должно быть 2. Сейчас будем вывязывать мордочку. Вывязываем мордочку. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую петлю от начала, то есть вот сюда, вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Это будет начало нашей мордочки. И видите, эта дырочка, она образует у нас ноздри. Так, дальше 1 столбик, второй столбик без накида. И в следующую петлю также вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И мы автоматически повернули на другую сторону. Провязываем 2 столбика без накида с обратной стороны. 1, 2. И замыкаем соединительным столбиком. Вот так. Начало положено. Смотрите, вот эти вот, видите, как ноздри, да, у нас получилось. Вот. Потом небольшую хитрость мы с вами сделаем, будет их лучше видно. Так, теперь по кругу нам нужно провязать столбики без накида. Прибавление делаем, вот смотрите, у меня с вершины петли нет, вот в эту петлю я провяжу по 2 столбика, также в эту и в эту по 2 столбика, которые у меня на вершине. Делаю, не буду делать одну воздушную петлю, так по спирали провяжем. 2 столбика без накида в одну петлю и 2 столбика без накида в следующую петлю для расширения. И повернули на другую сторону, пошли вязать по кругу. Столбики без накида. Так, вот опять у меня получается еще один столбик и будет вершина. Вот сюда провязываю 2 столбика без накида и следующую петлю также 2 столбика без накида. 1 и так, и второй сюда же. Так, вывязываем столбики без накида до начала ряда, заканчиваем ряд до конца. Так, еще один столбик. Так, тугой какой-то. Вот, мы вывязали с вами мордочку, это вполне достаточно. Следующий ряд мы провяжем за заднюю полупетлю, чтобы у нас было небольшое закругление и выпуклость. Это даст нам выпуклость мордочки. Вяжем за заднюю полупетлю, но уже прибавление мы с вами делать не будем, чтобы у нас небольшое закругление прошло. Так. Чтобы как бы вот видите, будет вовнутрь поворачиваться наша мордочка. Закруглением. Провязываем по кругу. Видите, какое закругление получается? Так. Сейчас довяжу до конца. Так, и еще один столбик. Вот, смотрите, мордочка вот такая. Если вдруг вы хотите, чтобы мордочка была более выпуклой, можно провязать еще один ряд, но мне кажется, что этого вполне достаточно, поэтому я больше вязать ничего не буду. Обрезаю нить и потом буду все заправлять. Так, у нас остались только глазки, и мы будем оформлять мордочку бычка.
взяла хлопковую нить, крючок номер 1, делаю также скользящую петлю, и в эту петлю нужно провязать 6 столбиков без накида. Так, провязываем 6 столбиков аккуратно, равномерно держите, чтобы как бы натяжение было одинаковое. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязала 6 столбиков, петелечку вытягиваем и затягиваем наше кольцо. Делаем соединительный столбик в первую петелечку, и наш глаз готов. Осталось его только пришить и заправить аккуратно ниточки. Так. Сейчас первую петельку делаю соединительный столбик. Вот так. Ниточку хорошо еще сильнее затягиваем. Вот этот глазик. Примерим. Вот вполне достаточно таких 6 столбиков без накида. Делаем второй глазик, вяжем. Все, мои детали готовы. Я во всех деталях заправила кончики. Теперь осталось только их пришить. Первое, что я рекомендую пришивать, это мордочка, и от нее потом уже будем отталкиваться. Смотрите, здесь вот такую хитрость я сделала. Вот в эти петелечки, где вначале мы вязали по 5 столбиков без накида, они как ноздри. Вовнутрь мордочки я положила темную нить, и тогда эти ноздри смотрятся более ярко. Да? Смотрите, если ниточки убрать, то ноздри практически не видно. А когда у нас внутри темное основание, то ниточки... ноздри, извините, проглядывается хорошо. Даже так крючком можно немножко сделать их пошире. Все, смотрим, где у нас должен располагаться мордочка. Думаю, вот где-то примерно вот так. Сейчас мы приложим глазки и посмотрим. Да, думаю, примерно вот так должны располагаться. Так будут ушки, рожки, да? Ну, примерно вот на этом расстоянии пришиваем мордочку по кругу. Я пришиваю обычными тонкими нитями в тон. Мордочку я пришила, теперь пришиваем глазки. Намечаем примерно, где они будут у нас располагаться. Одинаково выстраиваем, думаю, как-то вот так. Может быть, немножечко вот так, по краю примерно носика. И также пришиваем. Вот я пришила глазки, теперь пришиваем рожки. Смотрим, где бы их можно расположить. Ближе, дальше. Ну, примерно вот так, я думаю. Можно даже вот так. Я пришила рога, смотрите, какой симпатичный бычок уже вырисовывается. Далее ушки. У нас получается 2 круга. Мы складываем их изнанка к изнанке пополам. И примерно 2-3 петелечки с этого края нужно защипнуть, чтобы ушко вот так полукругом у нас лежало. Вот. Продеваю ниточку. И вот 4 петли. 2 с этой стороны, 2 с этой. И я сшиваю краешек ушка. Краешек ушка сошью, и сейчас его пришьем к телу бычка. Вот видите, краешек шила, и получается вот ушко такое вот раскрытое. И теперь смотрим, где бы мы хотели его расположить. Ниже, выше, здесь уже где-то вы сами смотрите. Ну, думаю, где-то примерно вот здесь. Пришиваем ушки. Вот такой прекрасный бычок у меня получился. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!